Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно для тебя чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. Ведь мы продолжаем с тобой Аватар, Легенда об Аанге, 3-й сезон и 8-я серия. Соответственно, серия классная, которую я уже ждал Он несколько... мне все уши прожужжал про эту серию уже, наверное, неделю. Он мне говорит: пошли смотреть Аватар. Там какая-то супер серия, какая-то нереальная, просто крышесносная. И я такая думаю, ну это каждая серия Аватара. Вот, и... Короче, Вот, у меня большие ожидания теперь на эту серию, раз ты мне выйди из комнаты. прожужжал все Выйди уши. из комнаты. Короче, я, как и многие, наверное, из вас, смотрел серии 3-го сезона один раз. Не знаю. Я, короче, смотрел их один раз, и то, возможно, не все, и то, возможно, не полностью. Вот эту серию я тоже вроде бы смотрел не полностью. Я смотрел ее где-то начиная с середины и конец. Сначала я не помню, как вообще там все это завязалось. Но какая там была концовка, если это та самая серия, она, конечно, она вообще ломает все представление. То есть это может быть даже не та серия? Ясно, убираем все свои ожидания. Нет, это точно та серия, просто я не знаю, вот знаешь, вроде бы в Аватаре каждая серия это отдельная арка такая мини, да, то есть мини-история в одну серию влезает. Здесь нет такого, что арка делится на 2 серии, вот, то есть такого нет. Поэтому это точно та серия, вот, потому что вот мы смотрим Шаман Кинга, да, и там, ну, бой начался, и он через 2 серии только закончился. Здесь такого нет, здесь вот одна серия, это одна история. Вот эту историю, вот это точно в этой серии. И это, короче, ломает все представление о мире магов, а вообще о всем подряд. Это вообще... Вот это вообще пушка. Ты когда... Мне скажи, я плакать буду в этой серии? Это хорошо. Я, короче, нет, это... Надоело в этих проектах все время плакать. Я каждую серию где-нибудь плачу. Мы только что One Piece, короче, смотрели, вот Аня там плакала. Соответственно, что еще я хотел сказать? Я хотел сказать, что... Что подписаться нужно на канал и лайк поставить авансом. Да, авансом, да, вот, обязательно подписаться. По поводу серии, что-то хотел сказать, что она классная. Ты сказал. Что она... я не знаю, почему именно эта серия, именно вот этот момент мне очень сильно в детстве запомнился. Почему-то вообще такой запомнился. Я финальную битву этого 3-го сезона не так хорошо помню, как это, короче, момент этой серии. Вот так. Ну, не знаю, очень круто прям. Все, смотрим. Вода. Земля. Огонь. Воздух. А потом, короче, я еще клип недавно по Аватару увидел. Вот, ты мне напомни, я потом тебе после серии покажу. Потому что до этой серии нельзя было тебе его показывать. Я его специально себе отложил, чтобы потом показать именно после этой серии. Ладно, хорошо. 4 народа жили. А может тоже в группу скину? Может быть. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех 4 стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Авторы идеи Майкл Данте де Мартина. Книга 3. Огонь. Глава 8. Кукловод. Пупет мастер. Пупет мастер. Пупет А идет. разве не папит? Может папит. Да не важно. Важна сама серия. Первый класс английского языка, кстати. И вдруг они услышали странный звук из темноты. Хэллоуинская серия вроде бы. У нас пауки. Оно вышло на свет фонаря. И они поняли, это было перо рукокрылого зверя. Мне больше понравилась история про человека с мечом вместо руки. В племенах воды были отстойные ночные вечеринки. Нет, стой! Я знаю одну. Это настоящая легенда южных племен воды. Это что-то типа друг моего кузена знал одного парня, с которым как-то что-то случилось. Нет, это случилось с мамой. Что за эхо? Как-то не зимой, знаю. когда мама была маленькой, снежной лавиной накрыла всю деревню. Месяц спустя мама поняла, что она ни разу за все это время не видела свою подругу Нини. Поэтому мама и ее друзья пошли проведать семью Нини. Когда они пришли, дома никого не было. Только огонь потрескивал в камине. Мужчины ушли на поиски, а мама осталась в доме.
И когда все ушли, она услышала голос. «Здесь так холодно, и я не могу согреться». Мама обернулась и увидела Нини. Она стояла возле огня. Она была синей, как будто замерзшей. Мама выбежала за помощью, но когда она вернулась, Нини уже исчезла. Куда же она делась? Никто не знает. Дом Нини по сей день стоит пустой. Но люди говорили, что иногда из трубы идет дым, как будто маленькая Нини все еще пытается согреться. Вот такая тема мрачная история. Самое то в Ребята, лесу вы сидит. слышали это? Я чувствую, что за этой горой есть люди. И все они кричат. Не выйдет. Нет, я серьезно. Я что-то слышала. Наверное, тебе просто послышалось из-за этих историй. А теперь они перестали. Да ладно, теперь уже и мне страшно. Здравствуйте, Ты же аватар. дети. Спаситель земли. Я не хотела вас пугать. Меня зовут Хана. Вам, детям, не следует вот так в одиночестве бродить по лесам и пещерам. У меня тут дом недалеко. Может быть, вас заинтересует горячий чай и теплые постели? Да, пожалуй. Спасибо, что разрешили переночевать. У вас красивый дом. Какая же ты милая. Знаете, вы должны быть осторожнее. Люди часто исчезают в тех лесах, в которых вы остановились. То есть как это так исчезают? Когда луна становится полной, люди заходят туда и никогда не возвращаются. Кто хочет еще чаю? Я. Может, чай? Ну, чувствуется вайп, нет, хэллоуинской серии? Да. Кошмар на кошмаре, Да, да, ужас на ужасе. И бабка криповая. Бабка, да. Не волнуйтесь, здесь вы в полной безопасности. Дайте я провожу вас в ваши комнаты, чтобы вы могли хорошенько выспаться. Так, что такое? Перекройся, пожалуйста. Я знаю, Момо, это жутковатое место. Он Даже так не вообще, знаю. он так по-другому выглядит, когда у него волосы не собраны. Я вообще, ну, Ну, он взрослый уже такой, да? его можно было бы спутать, если бы мы не знали, что это сок. Спутать с кем? С кем-нибудь другим. Зука? Не, звука точно не спутать. Просто кто-то другой. Левый персонаж в другом доме спит. Не знаю, зачем нам его показывают. Получится ли у меня здесь заснуть? Слюни на подушку. Ну, ты также спишь. Вот так тоже спишь. Вставай, вставай. Пора пройтись по магазинам. По каким магазинам у тебя один дом здесь в целой деревне, ой, в целом лесу? Кажется, этот мистер Яо на вас глаз положил. Может, вернемся? Вдруг он нам подарит парочку комодских сосисок. Ты хочешь использовать мои женские чары, чтобы обдурить этого старого беднягу? Я за. Думаю, мы быстро с тобой найдем общий язык. У вас что, не будет бананов до следующей недели? Но мне придется послать мальчишку на остров Хиньва, чтобы достать их, а это двухдневная поездка. Ой, верно. А завтра ведь полнолуние. Именно. Я не хочу потерять еще одного посыльного в лесах. Странные дела во время полнолуния. Люди исчезают в лесах. По-моему, дело попахивает злыми лесными духами. Уверен, если прогуляемся по городу, то поймем, что сделали эти люди с природой, чтобы разозлить духов. Ну, конечно, и сломя голову, понесемся разгадывать эту тайну. В духе Аватара. Помогать людям. Вот дух Аватара. Да-да, вы еще громче поговорите про Аватар. Вот туда в центре рынка народа Да, где огня. все сплетницы собираются. Да-да-да. Что вы скажете? Это же я Аватар. Покричите, покричите. Нормально. Почему бы вам пока не отнести все наши покупки домой? А для меня есть еще парочка дел. Это займет немного времени. Довольно загадочный этот ваш маленький городок. Загадочный городок для загадочных детей. Она шарит. Она, походу, услышала, что тут кто-то, походу, Аватар. Бабка-то... Вот не надо недооценивать. Знаете, вот бабки, бывает, притворяются, что они ничего не слышат, а на самом деле еще слышат похлеще вообще всех молодых. У них уши, На макушке. ушки на макушке, а уши не глуши. На макушке.
Эта Хама, по-моему, странноватая. Как будто она что-то знает. Или что-то скрывает. Она милая женщина, которая приютила нас и позволила переночевать. Нормально то входит. Она похожа на нашу прабабушку. Вот, кстати, у Тоф вообще самая большая корзина, между прочим, на голове была, если ты не заметил. Ну да, потому что Тоф самая сильная здесь по физическим показателям, нет? Так неоднократно это А вот тут показывалось. два парня. Так и чё, она сильнее? Ты, я не понял, ты сейчас, подожди, какой-то сексизм у тебя, что ли, Нет, проявляется вообще сейчас? ни разу. Ну все, она перерожденный маг Земли, понимаешь? просто могли бы А быть. маг Земли, он стойкий, он невероятно сильный, он может ломать стены, поднимать горы. А кто? Потому что поэтому она и А носит. кто? Аватар рядом с ними стоит. Аватар изначально же маг воздуха, вот этот, издули Так его. вот и- Ну да, спалился бы, если бы поднял Но что ветерочек. она хотела сказать этими своими загадочными детишками? Не знаю, может, потому что она нашла 4 странных детей у костра ночью в темном лесу. Может быть, А? это немного загадочно. Ну это загадочно, Сок, согласись. Пожалуй, я пойду осмотрюсь. Что, квартиру посмотришь? Сока! Сока, что ты делаешь? Нельзя без разрешения ходить по чужому дому. Все будет в порядке. Она может вернуться в любую минуту. Сока, у нас будут неприятности. Это же так некрасиво. Я еще не закончил. Эх, давай же. Типа, знаешь, открывается шкаф, а там труп вываливается. Ну, кто ищет, тот силой найдет. Куклы. Почти, Это кстати. довольно жутко. Ну, у нее есть хобби. И нет в этом ничего странного. Сока, ты уже... Вот это вообще подумайте. Одинокая бабка, ни сына, ни мужа, ни ребенка, ни котенка. Живет одна в огромном двухэтажном доме с большим количеством комнат. Но чем ей еще развлекаться, как не марионетками, не куклами? Она сажает на диванчик одного, другого на пол. Говорит: муженек, как мои дела? Потом быстренько подбегает, говорит: хорошо, дорогая. Потом быстренько подбегает к ребенку, говорит: родители, я вас люблю. И нормальный. Шутки шутками, а в жизни была такая история из True Crime. Ты думаешь, это я шутки шучу, что ли? Я же на полном на серьезных Был щах это мужик, рассказываю. Был мужик в Новгороде, по-моему. Он выкапывал трупы и приносил их себе домой, трупы детей. Ты в камеру смотри, я тебя вижу. Вот. И, наряжал их во всякие там наряды. У него, в детстве просто травма была какая-то, что... Ну, наверное, брошенность, одиночество, что-нибудь такое. И он возмещал это. Нет, он как-то с классом на какую-то там макулатуру они собирали или что-то такое, И он вот во дворе увидел похороны девочки. И их родственники подозвали этого мальчика к себе и, заставили его поцеловать труп этой девочки. И они были какими-то сектантами, что ли. Ему кольцо одели на руку, ей и ему. И сказали, что это твоя невеста, типа, труп девочки. И у него, он увлекся сатанизмом, потом что-то такое. И потом пошел, выкапывать трупы. Поэтому Что такое? никогда не Москвин его целуйте фамилия, что ли? незнакомых Если трупов. любите True Crime, посмотрите. Не, ну подожди. У тебя-то, конечно, история вообще какая-то жесткая. А тут-то, в принципе, безобидные, ну куклы и Ну вот куклы. я увидела куклы, вспомнила эту историю. с Нет, True Crime. ну да, но куклы все равно безобидные, во-первых. Во-вторых, прикиньте, и не прикиньте, я уверен, что так люди делают, там убивают и сажают, делают манекены и всякое такое. Мы даже какой-то фильм смотрели недавно. Дом, который построил Джек, вот эти вот Ну это да, приколы. вымышленные, но все равно, Крипово. да, крипово. Все посмотрел? Хама скоро вернется. Так, третья комната Обычная запретная. любительница марионеток, да? А почему тогда эта дверь заперта? Для того, чтобы такие, как ты, не копались в ее вещах. Понял? Сейчас Нет узнаем. сока. Комната пуста. В ней только маленький сундук. Может быть, это сокровище? Сейчас, как в очень страшном кино, голос он подставил, типа, поняла, да? Да. Жесткая шутка была. Сока, что ты делаешь? Ты взламываешь чужую комнату. Я должен узнать, что там внутри. Да, мечом же взламываются комнаты. Ага. Нам не следует этого делать. Может, здесь где-нибудь завалялся ключ? Ой, дай-ка ее сюда. Так странно еще, типа в закрытой комнате, в полностью пустой, стоит прям в центре маленький сундучок. Подозрительно. Давай же, давай. Это не так просто, как
кажется. Ребята, может, нам все-таки не стоит? Видишь, а бабка Это зайдет. безумие. Я ухожу. Бабка Решай зайдет. сама. Давай, Житов. Я сказала в этом сундуке. Ну подожди, бабу, вот как они могли не услышать? Они настолько были увлечены процессом. Мне кажется, бабка старая, 90-летняя, она же вся кряхтит. И все Там, полы скрипят. да, дом деревянный, старый. Она идет туда, дом ей в ответ, там двойное вообще непонятное кряхтение. Как это можно было не услышать? Если только бабка сюда не телепортировалась каким-то образом. Капец, у нее ногти, ты видишь? Лапище. Гребешок? Старый гребень? Это мое драгоценное сокровище. Это единственное, что осталось у меня с детства, которое я провела в южном племени воды. Что? Вы родились в южном племени воды? Так же, как и ты. Но как вы А как узнали? ты это поняла? Я слышала ваш разговор в пещере. Но почему? Да, вот это вот про аватар, да, скажу. Ну вот, а вы потом ходите, вы думаете, а их никто не слышит. Они же вокруг просто кричат слово «аватар». И потом И думают, что мало их- ли таких бабок вокруг было. реально. И это ладно, бабка, она типа еще, ну, на нашей стороне за сторону воды. А другие бабки-то за сторону огня, они пойдут, сдадут и все. Получат свою премию, пенсию по надбавку. И без аватара останутся все на свете. Я реально не понимаю, почему они всегда все свои диалоги проводят максимально громко. Ну, уйди ты в угол, где никого нет вообще, ни единой души, и поболтай там. Нет, надо в центре прям всех людных мест. Почему вы нам не сказали? Я хотела сделать вам сюрприз. Сюрприз? Я купила сегодня столько еды, чтобы приготовить вам традиционный ужин племени воды. Конечно, мне не достать всех необходимых ингредиентов, но морские кумкваты очень похожи на креветок, если их подольше пожарить. Здорово! Я чувствовала, что между нами есть что-то общее. А я знал, что вы что-то скрываете. Так что, наверное, мы оба правы. Но простите меня, что я лазил по вашему дому. Извинения приняты. Идемте готовить ужин. Вот ей как будто хочется доверять, а с другой стороны, она такая хитрая. Бабка, нет? А как они апу прячут? Тупо такой. Вот тебе лови капуста. Ага. Кормил. И где-то, знаете, за соседней стеной мужик, да, кричит. А как они апу прячут? Ладно, ну вот подожди, вот в моменте, да, в лесу, они рассказывали истории, бабка пришла, ладно, Апа где-то далеко был, хотя тоже странно, Апа всегда рядом с ними лежит, как бы Апа, Момо, они всегда рядышком. Ну, предположим, где-то далеко, они где-то... Но Момо точно с ними был. Потому что аватар ушами А, прятался. ну вот, ну то есть Аппы не было, ладно, Аппу она не видела. Потом они пошли с бабкой, потом что, Анк вернулся за Аппой и сказал: Аппа, давай вы вот сюда быстренько в амбар. А потом бабка такая в амбар заходит за сеном, а тут лежит зубр огромный. Что-то тоже как-то странновато эти мувы. Поделился. Выблевал. Говорит, да. Момо, это тебе, да. Ладно, уговорил, да. Нет, было бы прикольно, если Апа умывается как кошку, знаете, а вылизывается, а кошки потом шерсть выплевывают. И Апа такой съедает капусту, а выплевывает шерсть. И Момо такой: это мне, и убегает. Жался от этих креветок. Я-то думала, это морские кумкваты. Примерно так. Кто хочет пятивкусовый суп? Пятивкусовый. Ты даже так умеешь, что ли, Я же реально? волшебница воды. Я еще не встречала магов воды из своего племени. Потому что народ огня стер всех с лица земли. Я осталась последней. И как же вы попали в этот город? Меня Ой, ну там забрали долгая в плен история, наверное. из дома. Это было Ля более какая. 60 лет назад, когда пошел черный снег. Выхлоп. Так-то даже и племя большое выглядит, потому что племя, в котором нам показывали еще в первом сезоне, такое маленькое, там типа 3-4 домушки, да. Они нападали и нападали. Каждый раз окружая все больше магов воды и забирая их в плен.
изо всех сил старались задержать их. Но по мере того, как атака продолжалась... А это не тот корабль, который в первом сезоне заброшенный был? Типа они еще в нем этот сигналку случайно активировали. Может Помнишь, прям в быть. первой серии? Наших сил становилось все меньше. Так ты вообще одна осталась, получается, мать. В конце концов, меня тоже взяли в плен. Меня заковали в цепи. Последнюю волшебницу воды южного племени воды. А это как будто бабка Катары. Очень похоже. Ну, кстати, она и есть. Они отправили нас в ужасные тюрьмы. Здесь. Я была единственной, кому удалось сбежать. И как же вы сбежали? И почему вы решили остаться у народа огня? Прошу прощения, но мне слишком больно говорить об этом. Нет, ну подожди тоже. Почему вы решили остаться на... А где? Ну, в лучшем случае она может до народа земли, наверное, добраться. А до народа воды как она тебе без палева доберется? Она такая, типа, ну, отвезите меня, я же вообще родом оттуда. Ей, наверное, надо было как-то залечь на дно сначала, не палиться. Вот она жила здесь. Ладно, ну, я говорю, в лучшем случае на территории земли бы пошла она. И то, если она бы пошла туда, то туда бы тоже, наверное, хотели бы пойти народ огня. Ну, то есть они же воюют, они пытаются захватить территорию. То есть она бы там тоже была не в безопасности. Они бы тоже пришли и сказали, ага, ты из магии земли, мы тебя тоже в плен возьмем. А здесь она уже как бы у нее и дом, и быт, и в принципе она типа под защитой, пусть и на вражеской территории. Мы вас понимаем. Мы потеряли маму во время атаки. Ох, вы мои бедняжки. Словами не выразить, сколько для меня значит наша встреча. Это большая честь. Вы героиня. Никогда не думала, что встречу еще одну южную волшебницу воды. Я хочу обучить тебя тому, что я знаю, чтобы ты могла продолжить южные традиции. Да, конечно. Узнать о моем наследии. Это для меня самое важное. Она на свете. бабку твою знала, прикинь, бабку знала. А почему она, кстати, не спрашивает? Она должна подумать, ага, 60 лет назад, ага, в племени Южном надо брать. А вы знаете Катару Катаровну, которая вот это была моей бабкой? Именно так. Да? Марио. А какая она была женщина? Вот это Луиджи вот. Марио. Кстати, да, прикиньте, интересный момент. Вы знали, что у Марио фамилия Марио, он Марио, а у его брата Луиджи фамилия тоже Марио, он Луиджи Марио. Это вообще было удивительно. В 2015 году это только объявили, Поэтому короче. здесь Катара Катаровна. Да. Про бабку-то спросить надо было. Бабка-то что, Когда нормальная я росла женщина на была, нет? Южном полюсе, маги воды жили в мире, окруженные снегом, льдом и морями. Так и сейчас так же, Но, мать. как ты, вероятно, заметила, в некоторых местах земли воды очень мало. Я знаю. Когда мы пересекали пустыню, я чувствовала, будто мои способности покидают меня. Поэтому ты должна научиться контролировать воду, где бы она ни находилась. Однажды я использовала свой пот, чтобы творить магию. Да, Это было очень в прошлой доходчиво, серии. Катара. Ты мыслишь как велик. Так ты зачем? А зачем она говорит однажды? Надо говорить в прошлой серии. Или позавчера. Так для нас-то это в прошлой серии, а для них-то может быть 10 лет назад. Какие 10 лет назад? Они вообще напоминают, Да что... я шучу. Напоминаю, что в начале 3-го сезона они говорили, у нас есть 2 недели добраться до Царя Огня. Я не знаю, сколько, уже 8-я серия, я не знаю, сколько дней тут прошло, но как будто уже пару месяцев. Великий мастер. Но знала ли ты, что воду можно извлечь даже из воздуха? Знала? Нет. Я об этом еще когда говорил? Еще в первом сезоне, Твой наверное. ум должен быть открыт для нового Катара. Вода есть там, где ты никогда бы не подумала ее искать. Я был прав. Из всего, из вообще можно всего воду же высасывать. Из почвы. Даже из пустыни где-нибудь внизу по-любому есть вода, которую можно выкачать. Это та самая серия, про которую ты такой, это шедевр! Да. Да? Да. А чё? Мне ничего, просто интересно. Это должно быть самый приятный пейзаж во всей земле огня. Не могу представить, что здесь могло разозлить духов. Может быть, они разозлили только духов полной луны? Дух Луны — это милая, добрая дама. Она управляет небом вместе с другими... лунными богинями. Это он про свою Извините, возлюбленную? сэр. Может быть, вы знаете что-нибудь о духах, которые Цени до крадут сих пор. людей? Только один человек видел его и выжил. И это старина Динг.
А где этот старина Динг живет? Ух ты! Эти цветы такие красивые. Они называются огненные лилии. Они цветут только несколько недель в году, но они скрашивают мое существование здесь. И как и все растения и живые существа, они наполнены водой. Я знала одну волшебницу воды, которая жила на болотах и могла контролировать лилии с помощью воды. Ты сможешь научиться большему. Как тебе такое? Это было невероятно. Жестко? Хотя мне все же немного жаль лилии. Это просто цветы. Когда ты волшебница воды... Хотя, кстати, нам неоднократно уже показывали, как она использует воду в виде лезвий. Даже когда был бур в Царстве Земли, они водой подпиливали эти, как его, балки носящие, чтобы бур развалился. Но я просто не знаю, насколько вот ее техника более острее, чем техника Катары. Или, возможно, это одинаковые по остроте техники, просто там железо... У нее скорее отточенное мастерство. Видишь, она с одного удара, типа. Да, ну просто, разрубила. возможно, просто камень не такой плотный, как металл, поэтому металл как бы все равно сложнее прорезать, чем камень, и поэтому Ну, так не знаю, показалось. мне кажется. Но здесь, мне кажется, основной замысел в том, что она воду из вот так растений выкачала, потому что Катара такое никогда не делала. В чужой стране ты сделаешь что угодно, чтобы выжить. Сегодня я обучу тебя высшей технике водной магии. Она возможна только во время полнолуния, когда наши способности на пике. Но это не слишком опасно. Я слышала, что в этих окрестностях люди исчезают во время полнолуния. О, Катара, 2 волшебницы воды под полной луной? Не думаю, что нам есть о чем беспокоиться. Ну, бабка как бы тоже такая молодец, мне кажется, все равно. Она передает, ну, да, нашла там из племени воды, передает навыки. То есть не такая, типа, я сама все это изучила, я сама все это прокачала. Это мои секреты, Да. давай сама. Да, я не буду ни с кем этим делиться, то есть она не молчит, как бы не таит, она прям реально делится, рассказывает, пытается помочь. Я не до конца не знаю, знает ли она, что она с аватаром, или она просто думает, что это из племени воды и все, и просто хочет помочь. Если она еще и знает, что это с аватаром и хочет помочь, то вообще ей респект за это. А что если это она крадет детей в этом лесу? Не детей, а людей. Старина Динг? Разрази меня, гром! Больно. Что вы не видите, что я занят? Сегодня восходит полная луна, и почему все меня стали так называть? Не такой уж я и старый! То есть я молод сердцем? Тоже, смотрите, он боится полнолуния, и поэтому заколачивает окна и говорит, сегодня полнолуние, типа. Но почему надо впритык это делать? Типа, вот сегодня полнолуние, сегодня заколачиваю. Сделал бы вчера, заранее бы подготовился. Потому что сейчас вдруг не успеешь, полнолуние придет, и все, и хана тебе. Не готов, чтобы меня проглотил какой-нибудь лунный монстр, по крайней мере, пока. Мы как раз хотели спросить вас об этом. Вы хорошо рассмотрели духа, который чуть не забрал вас? Не видел я никакого духа. Только почувствовал, будто что-то накрыло меня. Я стал одержимым. Заставил меня идти он к той горе. Я Зачем? пытался сражаться с ним, но руки и ноги не слушались меня. Меня уже практически завели в пещеру, и тут я решил посмотреть на Луну. Подумал, последний раз бы мне увидеть немного света. А луны нет. Но тут начало восходить солнце, и я снова смог себя контролировать. Но я и удрал оттуда, что только пятки сверкали. Зачем духу понадобилось отводить людей к той горе? Вот тоже не знаю. Я же слышала человеческие крики под горой. Должно быть, пропавшие горожане еще там. А как она слышала? Ну тоже, они находились так далеко от горы, это насколько там надо громко кричать, чтобы она услышала их. Или, возможно, они кричали, и этот крик как бы по вибрации по земле шел, она Да, услышала да. через там пятки Скорее как-нибудь. всего, да. Я слышу их. Бежим вон туда. Ты чувствуешь силу, которую дает тебе полная луна? Вызово. Много поколений она благословляла Здорово. магов воды своим сиянием, позволяя нам делать невероятные вещи. Вены набухли. Никогда еще не чувствовала себя живее. Я не знаю. Думаю, мы какая-то пришли. красивая.
Но я ничего здесь не вижу. Это потому что есть 60, Пойдем. 80, 100 лет. Тут еще такой облагороженный вход. Железный еще. Мы спасены. Не думал, что духи могут сделать такое с людьми. Нифига, Кто тут заточил прям вас здесь? Это всё был подготовлено. никакой не дух. Это была ведьма. Ведьма? То есть как это? Сначала она казалась нормальной старухой, но она контролирует людей вроде какого-то кукловода. Хама. Да, у нее есть гостиница. Не зря мне казалось, что она что-то скрывает. Мы должны остановить Хаму. Я выведу этих людей отсюда, а вы идите. Офигеть. То, что я хочу показать тебе, я обнаружила, когда была в заточении у народа огня. Она мстит, Охранники наверное. всегда старались держать нас подальше от воды. Они высушивали воздух и держали нас высоко над землей. Перед тем, как поить нас водой, они связывали нам руки и ноги, чтобы мы не могли колдовать. Любая наша попытка пресекалась с особой жестокостью. И все же, каждый месяц Жестко, да? я чувствовала, как полная луна наполняет меня своей энергией. Но должно было быть хоть что-то, что я могла сделать. И тогда я поняла, что вода есть везде, где есть жизнь. Крысы, которые пробегали по полу моей камеры, были ничем иным, как кожей, наполненной жидкостью. Я потратила годы на развитие способностей, которые помогли мне сбежать оттуда. Магия крови. Контролировать воду в чужом теле. Заставлять их делать то, что хочешь ты. И Жесть. когда я натренировалась на крысах, я решила попробовать это на человеке. Со следующей полной луной я могла свободно передвигаться. Мою камеру открыл охранник, который должен был следить за мной. Если ты освоишь эту технику, то ты сможешь контролировать что угодно или кого угодно. Но проникать жестко? в кого-то и контролировать его, я не думаю, что я хотела бы обладать такой силой. У тебя нет выбора. Сила существует. И ты просто обязана использовать дар, которым тебя наградили, чтобы выиграть войну. Катаране хотели стереть нас с земли. Ну, как мастерство уметь это, наверное, уметь такое делать, это, наверное, круто. Но Возможно. Она единственная, кто это умеет. да, Прикинь, но, как повезло им встретить ее. но использовать это на людях в каких-то своих целях, это довольно жестоко. Нет, ну подожди, как бы... Если от Она этого была- зависит, ну, если ей придется использовать, там, я не знаю, на Лорде Огня, чтобы спасти весь мир, то можно, наверное, это сделать. Нет, ну этой вот техникой. она же использовала, она была в заточении, ее народ как бы погибали, пытали, там, не знаю, это был способ ее выжить и спастись. Ну, просто зачем она других людей? Ну, потому что у нее травма, то, что ее народ пытались Ну, как бы, уничтожить, у она... маньяков тоже есть травмы, и ничего, ну, как бы... Ну да, но это как бы неправильно, нездорово, но это типа ее месть такая, то, что она... Нет, ей не стоило, конечно. Но нет, я к тому, что если, типа... Я бы, наверное, согласилась научиться такому. Но не использовала бы силу, конечно, так как она это делает. Тем временем Аня, которая маг воздуха, ну такая, ну сорян, воду не умею контролировать. Почему я маг воздуха? Потому что весы воздушный Да. знак. Да, А ты был... Ты маг огня! получается так. Да! Овен. Всю нашу культуру, весь народ. Я знаю. Тогда ты должна понимать, почему я тебе это говорю. Мы последние волшебницы воды с Южного полюса. Мы должны сражаться с этими людьми, когда только можем, где только можем и любыми средствами. Это же ты. Это из-за тебя все эти люди исчезают во время полнолуний. Они бросили меня в тюрьму гнить вместе с моими братьями и сестрами. Они заслуживают такого же. Ты продолжишь мой труд. Ни за что. Я не буду использовать магию крови. И я не позволю тебе продолжать терроризировать этот город. Тебе
Тебе следовало обучиться этой технике, прежде чем поворачиваться против меня. Теперь ты не сможешь сражаться со мной. Я контролирую каждый мускул, каждый... Блин, бабка такая миленькая была там в начале, такая типа симпатия. Здесь такая, конечно, вообще ведьма ведьминская. вену в твоем теле. Блин, какой хороший свет, конечно. Я бы Блин, как же это крипово выглядит. Прошу вас. Скажи, я буду обучаться. О, она воду качает, смотри, с растений. Сама научилась, походу. Вы не единственная, чьи силы увеличивает свет луны. Моя магия сильнее твоей, Хама. Потому что я Твоя молода. техника на меня не действует. Блин, как это красиво, еще и при луне, и две сильных магички такие, ведьмы. Ой, она что сделала? Перевертыш из бабки. Мы знаем, чем ты занимаешься, Хама. Сдавайся, тебе не Сейчас справиться она с их нами. подчинит. Нет. Это вы со мной не справитесь. Катара, осторожней! Как будто мой мозг меня больше не слушается. Перестаньте руки! Прекратите! Это так странно. Тоже мне помощнички пришли, говорят, мы сейчас поможем Катаре, бабка тебе ничего... Ты не сможешь нас подчинить! Тем временем проблемы у Катары стали в 2 раза больше. Ушатывает просто аватара, блин, об дерево. А вы точно аватар? Ну, как бы он... Ну да, да. Ну ничего. Бабка, успокойся! Не порань своих друзей, Катара. И не дай им поранить друг друга. Ой! Жесть! А прикинь, так бы закончилась история аватара. Чисто случайно... Сука проткнул мечом. Да, в случайной перепалке между магами крови и магами воды лучший друг, ну там один из друзей пробил мечом. Теперь ты этим занимаешься? Ну все, бабка, видишь, все, проиграла. Ну старенькая уже, силы-то не те, как бы. Возраст тебя не щадит. Теперь мы запрем тебя навечно. Моя миссия завершена. Я научила тебя. Поздравляю тебя, Катара. Теперь ты волшебница крови. Ну и ладно, волшебница, Нет, волшебница. это смотря Это, так, как она силу будет использовать, Реально. такой, как ты, блин. это же ее выбор использовать силу, типа, во благо или во зло, или вообще Вот использовать ли. Может, она не будет, не захочет использовать. Научилась и круто, а так... Ой, тоже мне... блин. Тоже мне, это я не знаю, вот вас в школе геометрии какой-нибудь учат, и училка такая, ахаха, теперь вы знаете геометрию, а ты такой, и ты тем временем, которому никогда в жизни геометрия больше не пригодилась, и чё, ну, Доказательство треугольников. реально, в 10 классе изучил, и чё, больше никогда и не воспользовался. Все, что ли, конец? Ада не реви, Катар. Да не, реально, как бы тут серия крутая, согласна. Ну, классная. Такое классная, да, интересная. Просто реально вот это все представление о магии воды, оно просто здесь ломается. Ты такой как бы думал одно, а здесь такой... И ты такой, И нифига, просто что так можно было? с людьми, да. Жестко, жестко. Да, но все равно я считаю, что Катаре не стоит расстраиваться, конечно. Конечно. Она, наоборот, стала сильнее, использовала свою силу там при Луне. Теперь это будет не в первый раз для нее. Ну, как бы ее выбор, как распоряжаться этой силой, Реально. этими Да умениями. и тем более... Она добрая, чистая душа, поэтому как бы я не считаю, что она будет это как-то использовать
Во зло. Да. Возможно, как бы не зря это нам показали, потому что рано или поздно эта сила просто ей пригодится. Поэтому лучше, чтобы эта сила была и она пригодилась, чем эта сила не нужна, и она, не была и пригодилась. Хэллоуинская серия вот такая вот прикольная, Да. криповая, с паучками на заднем фоне. Классная серия, не зря же хвалил. Реально, она динамичная, необычная, неожиданная. Вот все очень такое прям загадочное. Все. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.